Всем привет! Меня зовут Верисали и со мной рейдить легко. В этом видео вы узнаете, как убить Горолона в героическом уровне сложности. Приятного просмотра! Для десятки вам понадобится 2 танка и 2-3 хила, для 25-ки 2 танка и 5-6 хилов. Все по стандарту. Суть боя с боссом заключается в том, чтобы РТД бегали в РТД-зоне по кругу, передавая по очереди дебафы, и босс их не догнал, а также убивать ноги, чтобы замедлить босса. Бой с боссом очень мобильный, поэтому следите за тем, где голова босса, не стойте под мордой на дамагере или хиле и постоянно двигайтесь от головы и брюха. В момент атаки босса Горолон вешает на первого в милизоне игрока феромоны. Этот дебаф наносит периодический урон по всему рейду, а на зараженном игроке будет стакаться дебаф едкость, который увеличивает получаемый урон на 10%. Чтобы передать феромоны, нужно просто подойти к игроку с этим дебафом, и он скинется на вас. Игрок с феромонами всегда должен двигаться по большому кругу, так как при движении на вас будет оставаться след феромонов, желтая лужа, которая сильно дамажит. Советую стакать дебаф максимум до 10 стаков, так как будет идти постоянный АОЕ урон по рейду в зависимости от стаков. Обратите внимание, что после того, как вы подержали феромоны, на вас вешается дебаф. А также, если кайтер умирает, кто-то должен прибежать и подобрать феромоны с мертвого кайтера. В противном случае стаки попросту убьют рейд, потому что они копятся даже на мертвом кайтере. Горолон использует яростный замах, это конус на АОЕ, поэтому перед ним должны находиться только танки, а также их должно быть двое, потому что если во время яростного замаха перед мордой босса не будет двух игроков, он впадет в неистовство, которое увеличивает не только урон боссом, но и скорость передвижения, а также эффект суммируется, он попросту догонит цель с феромонами и вы вайпнетесь. Киберкотлеты начинают кайт феромонов с танков. Сначала первый танк, потом на 9 стаков его меняет второй. Третий сменщик должен проследить таймер яростного замаха и забрать феромоны, не попав под него. После того, как первый кайтер получил феромоны, сдаем БЛ и бьем ноги, чтобы замедлить босса. Также Горолон использует сокрушение, которое сбивает всех с ног и наносит АОЕ урон по рейду. В ХМ режиме он использует способность каждые 35 секунд, поэтому назначаем редсейвы на каждое сокрушение. Также сокрушение можно случайно вызвать, если встать во фрейм босса фиолетовый круг, если босса не брали в таргет. Обязательно на кайтера назначаем одного хила, который будет бегать на дистанции с феромонщиками и хилить их. Обратите внимание, что если на вас феромоны и босс будет использовать сокрушение, вы обязаны нажать свои личные сейвы, такие как глыбы, незыбки, баблы, дубовки и прочее. Не прожметесь, вы попросту умрете. У Горолона есть 4 ноги, конечности Горолона, которые считаются как отдельные мобы. Рядом с каждой ногой есть круг, зайдя в которого найдете уязвимое место и будете наносить на 100% больше урона. При убийстве ноги у босса возникает способность перелом ноги. Скорость передвижения боссом снижается на 15% и у него отнимается 3% хп. Ну и время от времени босс использует восстановление ноги, просто ее резает. Когда у босса останется 33% хп, он получает эффект повреждения. Танкам нужно просто танчить босса. Не забывайте продолжать кайтить феромоны. Мы убивали так, били ноги и кливали босса, кайтили феромоны. Сначала танки, потом дамагеры. Танки стояли перед лицом и ловили замах. Игроки с феромонами кайтили по 9 стаков и менялись. На феромоны назначал одного хила Эрдру. Под каждое сокрушение давали редсейвы и феромонщики прожимали личные сейвы. Били ноги до килла босса. Делитесь мнением по поводу сложности этого босса в комментариях и не забудьте поставить лайк под этим роликом, если он вам понравился.